Китай говорит о возможном конфликте с США. В Херсонской области российские военные расстреляли 7 человек, а Украине потребуется еще несколько лет для нового наступления. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Цели определены. Их сотни. До военных объектов в Крыму долетят ракеты «Атакамс». Пентагон не против, Киев готовится. В Крыму достаточно много целей. КГБшники Беларуси как на ладони. Киберпартизаны имеют данные о практически 9 тысячах бывших и действующих силовиках режима Лукашенко. Вычислить может каждый. К президенту Бразилии пришла многотысячная толпа с луками и стрелами. Чем завершится протест и чего требуют митингующие? В прошлом мы умирали от ножа, от пуль, а сегодня мы умираем от пера, которым подписываются законы. Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте о кнопке «Супер спасибо» под нашим роликом. Начинаем. Украина имеет полное право использовать дальнобойные ракеты «Атакамс» по целям в Крыму. Пентагон не против и даже дал согласие, сообщает Нью-Йорк Таймс. По данным издания, напомню, Киев получил 100 таких ракет дальностью до 300 километров. А это значит, что в зоне поражения потенциально находится вся территория украинского полуострова, а значит и каждый военный объект, который там находится. Согласно данным спутниковых снимков Planet Labs, которые проанализировали журналисты «Радио Свобода», на территории Крыма сейчас насчитывается как минимум 232 военных объекта. Это базы Черноморского флота, воинские части, расположение ПВО, аэродромов и топливных баз. В Крыму достаточно много целей. И точно так же каждый может зайти в Википедию и прочитать характеристики атакамс. И все это сопоставить. То есть неоднократно об этом мы говорили, что Крым, в котором есть эти цели будут уничтожаться периодически. То есть пока они там будут присутствовать. Поэтому я не могу, конечно, анонсировать какие-то мероприятия, но это все должно быть взаимосвязано, само собой. Западная пресса сообщает, что Украина может получить один из самых больших пакетов военной помощи в рамках программы USAID на общую сумму $6 миллиардов. О решениях США должен объявить глава Пентагона Ллойд Остин. Украина при этом будет способна совершить большой военный прорыв через несколько лет при условии сохранения и усиления поддержки Запада, говорят источники The Economist. Там также уточняют, что Киеву, вероятно, потребуется 2 или 3 года, чтобы развить этот наступательный потенциал. Быть в войне или же мирному сотрудничеству? В Китае задались вопросом, в каком направлении Пекину и Вашингтону двигаться далее. Министр иностранных дел КНР Ван И говорит, что отношения вроде бы и стабильные, но все же напряжение между США и Китаем не только остается, но и усиливается. В данной ситуации Ван И видит 2 варианта развития событий, но не знает, какой будет выбран. Законные права Китая на развитие были необоснованно подавлены, и наши основные интересы столкнулись с проблемами. Должны ли Китай и Соединенные Штаты придерживаться правильного направления движений вперед со стабильностью или вернуться в нисходящую спираль? Это главный вопрос, который стоит перед нашими 2 странами, и он проверяет нашу искренность и способность. Если наши обе стороны возглавят международное сотрудничество в решении глобальных проблем, то добьются победы для всех. А вступая в соперничество и конфронтацию или даже скатываясь к конфликту, проиграют все. Международное сообщество ждет нашего ответа. Госсекретарь США Энтони Блинкен же заявил, что ждет диалога и сотрудничества с Китаем для решения вопросов и разногласий. Кроме того, Блинкен уже встретился с Си Цзиньпином и услышал от него, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами, а не противниками. В Словакии в нескольких сотнях километрах от границ с Украиной прошли масштабные учения многонациональной боевой группы НАТО, в состав которой входят солдаты США, Германии, Чехии, Словении, Испании и Словакии.
Очевидно, наблюдая за тем, что происходит на поле боя между ВСУ и кремлевской армией, в НАТО делают акцент на борьбу и защиту от беспилотников. Битва с БПЛА стала одним из этапов таких учений. В рамках демонстрации вы могли увидеть, как мы используем так называемую противодронную винтовку. Ежедневно мы наблюдаем за разными конфликтами, которые происходят недалеко от нас. Мы видим, что изменилось на поле боя. Использование беспилотников является одной из ключевых технологий, которая применяется в современной войне, и борьба с дронами — это ключ к победе. Двое российских военных расстреляли 7 человек в селе Подокалиновка и Абрикосовка. Это территория Херсонской области, подконтрольная сейчас российским оккупантам. По подозрению в совершении преступления задержали Александра Осипова и Александра Кайгородцева. Они представители 144-й мотострелковой бригады оккупантов, которые хотели занять чей-то дом, но, получив отказ от главы села Абрикосовка, расстреляли ее. По данным телеграм-канала «Астра», известно о еще нескольких расстрелянных жителях населенного пункта и даже о 2 убитых российских силовиках, по которым был открыт так называемый дружественный огонь. Осипов и Кайгородцев поджигали тела своих жертв и забрасывали их гранатами уже после того, как убили. Пропагандисты, конечно же, не акцентируют внимание на том, что задержанные это военные путинской армии, пишут лишь, что они были пьяны. В подмосковной Балашихе из трудового рабства освободили нескольких белорусов. Всех их заставляли просить милостыню и продукты на улицах города. Не отдавала паспорта и распоряжалась судьбами людей женщина, которая назвала себя беженкой из Украины, которая, кстати, считает, что ничего плохого никому не сделала. Ежедневно каждый из вынужденных быть попрошайками приносил в общак не только еду, но и порядка 6-8 тысяч рублей. Часть из тех, чьи документы были найдены в квартире кураторши, заявили, что они якобы по своей воле и даже с удовольствием собирали деньги с жителей Подмосковья, прикрываясь выдуманными жалостливыми историями о тяжелой судьбе. Шутки кончились, заработок кончился. Наталья, доставайте паспорта. Паспорта доставайте. Вот еще один белорусский. Что все? Там же еще даже 5-6 человек. Еще показывайте, чьи. Все уже. Глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская уже год не знает ничего о состоянии здоровья своего мужа Сергея Тихановского. Экс-президент Беларуси приговорен режимом Лукашенко к 18 годам тюрьмы по сфабрикованным делам. Тихановская говорит, что у нее нет информации даже о том, жив ее супруг или мертв. В Демсилах уточняют, что политзаключенные содержатся в полной изоляции, к ним не допускают адвокатов, обмен посылками или же элементарно письмами тоже запрещен. Тихановская уверена, что Лукашенко не собирается освобождать политзаключенных, пока имеет поддержку Путина. В белорусских тюрьмах людей держат в ужасных условиях. Они умирают из-за нехватки воздуха и еды. Многие люди умирают из-за проблем со здоровьем, таких как диабет или рак, и не получают никакой медицинской помощи. Лукашенко не боец и защитник Беларуси или нашей нации. Он защищает только свою силу. Он предал все, что было у Беларуси. Беларусь играет по правилам Путина, и они продолжают репрессировать всех оппозиционеров. Диктаторы – это не те люди, с которыми мы можем вести переговоры. С диктатурой надо бороться. Всех распознают по лицу. Киберпартизаны Беларуси заявляют, что теперь каждый может понять, находится ли рядом с ним КГБшник Беларуси. Идентифицировать лукашенковских силовиков можно благодаря специальному телеграм-боту, который разработали киберпартизаны. В базе, чтобы вы понимали, 8600 сотрудников так называемого Комитета госбезопасности Беларуси. Шах и мат КГБ. Киберпартизаны говорят, что в новосозданной базе как нынешние, так и бывшие сотрудники разных должностей. А потому такой результат – это самый масштабный провал белорусской агентуры. В
В столице Бразилии прошел масштабный протест у здания правительства. Митингующие считают, что власть не может сохранить их земли. В частности, местные недовольны возможным строительством железной дороги, которая может разрушить окружающую среду племенных общин у реки Тапажос. Помимо этого, протестующие опасаются наплыва нелегальных лесорубов и золотоискателей. Итогом шествия с луками и стрелами стала встреча президента Бразилии Лула де Сильвы с группой из 40 лидеров коренных народов. В прошлом мы умирали от ножа, от пули, а сегодня мы умираем от пера, которым подписываются законы. Законы, которые нарушают наши права. Это огромный геноцид, который может произойти внутри нашей нации, внутри народа, потому что наша исконная земля — это жизнь, для нас это лес и сама жизнь. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Напомню, что ваша помощь и участие помогают нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором. Эти кнопки можно найти сразу под нашими видео. Ну а мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.